you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые уникальные трибридные TVS наушники от компании Unique Melody стоимостью $299. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников и указано название этой модели UX-UE. А вот за звук в этих наушниках отвечает связка из одного 10-мм динамического драйвера, одного арматурного излучателя и одного пьезоэлектрического драйвера костной проводимости. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кейс для зарядки с батареей на 240 мА и отображением текущего уровня заряда. Type-C кабель для зарядки. Инструкция по использованию наушников. Сертификат качества. Гарантийная карточка. Ну и 6 пар фирменных амбушюр из жидкого силикона. Эти наушники довольно крупные, они были выполнены из пластика с приятным софт-тач покрытием, а также имеют крайне эффектный внешний вид за счет использования золотых вставок на лицевых панелях, где здесь еще находится отверстие под микрофон, а тут на внутренней части находятся контакты для зарядки, имеется маркировка канала и присутствует инфракрасный индикатор для обнаружения наушника в ухе. Ну а звуковод тут был выполнен из металла, он имеет длину 4 мм, диаметр 6 мм, получил выделенный бортик для более надежной фиксации амбушюр и, конечно, был прикрыт металлической сеточкой. А вот воспроизводить музыку они могут на одном заряде до 5 часов, либо до 10 часов, но уже при использовании кейса. А также у них есть поддержка IPX5 с устойчивостью к поту и воде, поэтому в них можно будет спокойно заниматься спортом, что действительно очень круто. Но поскольку это у нас серьезные аудиофильские наушники, то они получили поддержку Bluetooth 5.2, работают с кодеком aptX с частотой дискретизации до 24 бит и 96 кГц, а также поддерживают AAC и SBC. И, конечно, у них есть довольно неплохой микрофон, который подойдет для абсолютно разных задач, включая общение и звонки. И вот так он записывает звук. Раз, два, три, четыре, пять, проверка связи, IC Genius на связи. Но управление наушниками тут осуществляется касанием, и слегка коснувшись один раз левого наушника, вы можете переключать режимы звука, коих всего доступно 3. И первый это будет Hi-Fi, это стандартный режим для прослушивания музыки. Второй режим это Ambient, уже для прослушивания, так скажем, окружающего среды. И третий так называемый вспомогательный режим, который заметно усиливает тихие звуки и речь вашего собеседника, что определенно может быть полезно уже в некоторых сценариях, но двойным касанием можно отвечать или сбрасывать входящие звонки, либо включить режим низкой задержки для геймеров, а коснувшись один раз правого наушника, вы можете поставить музыку на паузу или воспроизвести ее дальше, а двойным касанием можно переключиться на предыдущий трек или ответить на вызов, а тройным уже нажатием мы переключаемся, понятное дело, на следующий трек, и при удержании на 2 секунды можно включить или выключить голосового ассистента, если вы им вообще, конечно, пользуетесь. Лично я нет. И, кстати, полностью выключить наушники, конечно, тоже можно, удержав их около 5 секунд. Но, конечно, самое интересное кроется в фирменном приложении Unique Melody Smart Sound для смартфонов, которое доступно как для Android, так и для iOS устройств. И подключив наушники, вы здесь получаете возможность видеть текущий заряд как левого, так и правого наушника. А также можно будет более удобно переключать режимы звука. И тут есть тот самый стандартный Hi-Fi режим, потом идет Ambient режим с регулировкой уровня, можно поставить высокий, средний, нормальный режим, либо низкий. И таким же образом регулируется у нас усиление речи режим, который будет полезен, как я сказал ранее, при общении. Ну а если вы просто слушаете только музыку, то можете, как и я, просто смело оставлять Hi-Fi режим и больше вообще ничего не менять. При этом обратите внимание, что здесь еще можно будет включить блокировку всех касаний, активировать игровой режим,
посмотреть информацию по использованию наушников. И можно перейти в дополнительные настройки, где здесь есть эквалайзер уже с различными готовыми пресетами под разные музыкальные жанры. А также можно настроить свой эквалайзер. Допустим, можно усилить бас, немножко ослабить область нижней середины, усилить верхнюю середину или усилить высокие частоты, либо наоборот слегка их сгладить, что тоже может кому-то быть полезно. Но в целом я бы вам точно здесь не советовал ничего трогать, так как эти наушники из коробки и так уже звучат хорошо. Ну а также тут еще можно переназначить двойное и тройное касание, включить проверку обнаружения наушников в ухе и активировать автоотключение при бездействии более 5 минут, что на практике, друзья, очень удобно, поэтому это мы сразу включаем. Ну и конечно здесь еще можно сбросить абсолютно все настройки и получить более подробную информацию о наушниках и обновить прошивку приложения. Ну а сидят в ушах эти наушники очень хорошо и в целом прям на уровне привычных мне внутриканальных проводных моделей. По сути основное отличие здесь только лишь в отсутствии проводов, и за счет этого появляется такое небольшое ощущение, как будто наушников вроде и нет, и вы ничем не ограничены, и пользоваться ими мне было действительно очень комфортно, поскольку анатомически форма у этих наушников сделана правильно, звукоизоляция хорошая и в целом посадка отличная, особенно если вы, как и я, будете использовать их только с комплектными специально изготовленными для них амбушюрами, так как с другими амбушюрами вы банально не сможете закрывать кейс с наушниками, и это обязательно, друзья, нужно учитывать. Хотя возможно, если где-то все же поискать, то вы наверняка сможете найти какие-то другие подходящие сюда насадки. Ну а теперь давайте лучше обсудим, как же все-таки звучат эти наушники. И знаете, друзья, спустя время протестировав эти наушники как полагается, я могу сказать вам, что для такого форм-фактора они звучат действительно удивительно сбалансированно, чисто и очень цельно. Причем подача здесь не просто приятная, а еще и достаточно прозрачная и техничная, за счет чего вы хорошо слышите нюансы, детали и в целом получаете очень такое аккуратное и крайне выверенное звучание, где низкие частоты уходят достаточно глубоко и ощущаются не только на слух, но и физически за счет использования драйвера костной проводимости, и появляется такое легкое телесное ощущение баса, при этом он не перегружен, не лезет излишне вперед и не превращает все в гул, а наоборот держится уверенно, четко, контролируемо и добавляет нужный вес там, где это действительно необходимо. Ну а вот средние частоты подаются прям тепло и достаточно насыщенно, при этом без какой-то там излишней резкости или навязчивости. То есть это не агрессивная и не супер такая дерзкая подача, но энергии здесь вполне хватает, чтобы музыка звучала живо и более увлекательно. При этом сохраняется хорошая прозрачность и читаемость, за счет чего вы четко различаете все инструменты уже даже в каких-то более насыщенных и тяжелых композициях. Ну а вот высокие частоты здесь прям чистые, аккуратные, но комфортные, без какой-то лишней яркости и попыток вас чем-то резко удивить, но при этом они дают, как по мне, все необходимое именно для целостного восприятия, поскольку тут хватает и деталей, и воздуха, и при этом они не утомляют даже при длительном прослушивании, оставаясь контролируемыми и приятными на слух. Ну и отдельно хочется отметить звуковую сцену, которая здесь реально удивляет как для ТВС, поскольку она ощущается достаточно широкой, с характерной глубиной и понятным разделением инструментов, а за счет общей прозрачности звучания даже появляется ощущение некоторой открытости, что в таком формате, друзья, встречается действительно нечасто. Ну а вывод у меня получился таков: Unique Melody UX-UE — это очень приятные, сбалансированные и крайне музыкальные по подаче ТВС наушники, которые дают цельную, чистую, достаточно детальную и при этом крайне комфортную подачу, что идеально подойдет как для аудиофилов, так и для просто начинающих меломанов, которые просто хотят уже наконец-то приобщиться к действительно хорошему звуку. И как по мне, друзья, это крайне уверенный выбор сейчас в этом бюджете. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр и до скорых встреч в новых обзорах.